Митингами и демонстрациями мы занимаемся постоянно и систематически, как известно. Возможно, вы помните, что летом 2010 года, когда начались митинги на Триумфальной площади, именно наш институт этими делами подробно занимался, и у нас возникли даже некоторые оттенки во мнениях, скажем так, с администрацией президента тогдашней. И в нескольких городах и селах нашей необъятной родины одновременно появились критические статьи в адрес деятельности Института уполномоченного. Оказалось, что до этого лет 10 он работал хорошо, а с этого момента стал работать очень плохо. Так что история довольно длинная. Мы занимаем абсолютно ясную и принципиальную позицию по данному вопросу, которая состоит в том, что за исключением тех мест, которых по закону митинги и демонстрации запрещены или должны быть согласованы с федеральными органами, там, вы знаете эти места, они помечены в законе. Демонстрации могут и митинги должны и могут по закону проходить там, где пожелают заявители, именно заявители, а власти должны либо согласовать это, то есть просто подписаться о том, что они знают это и будут обеспечивать безопасность. Либо очень внятно, подробно и аргументированно объяснить, почему в это время и в этом месте не может произойти митинг, и когда он может произойти в это время и в этом месте. То есть, если он утром не происходит, он может вечером произойти там или на следующий день, когда кончится там, предположим, другое мероприятие, и так далее, и тому подобное. К сожалению, целый ряд властей в нашей стране трактует этот закон как разрешительный, каковым он не является. При этом я оставляю в стороне политическую проблему, какой закон лучше, разрешительный или уведомительный. Это дело законодателя. Но поскольку наш закон уведомительный, то задача уполномоченного и других людей, которые следят за исполнением закона и за реализацией прав граждан, состоит в том, чтобы этот закон реализовывался. Каждый раз у нас существует соответствующее управление, когда к нам поступают жалобы, мы их разбираем, вступаем в контакт. Кроме того, на крупных демонстрациях, имеющих общественную значимость, уполномоченный и его коллеги из аппарата мониторят эти митинги, эти демонстрации в качестве наблюдателей и следят за тем, чтобы закон во время митингов и демонстраций исполнялся как самими демонстрантами и их организаторами. Там есть много законов и много правил, о которых я сейчас не говорю, но которые мы все знаем и за ними следим, так и теми силами, которые обеспечивают порядок и безопасность во время проведения демонстраций. Всегда после этого появляется отчет на нашем сайте о том, как прошли демонстрации, были ли нарушения, кто виновник этих нарушений. Прискорбным является то, что, на мой взгляд, в нашем обществе все больше и больше разливается такая, знаете, отравленная субстанция нетерпимости и ожесточенности в отношениях разных людей, разных конфессий, разных национальностей даже зачастую, или этнических групп друг к другу. К сожалению, в последнее время стало, я бы сказал, типичным и даже модным не обсуждение проблем, а, извините за такое конъюнктурная вещь, кусание друг друга, понимаете? И это так называемое героическое сознание, оно же средневековое сознание, оно постепенно выходит на первый план за счет более рационального сознания, современного сознания, я бы сказал, рефлекторного, рационального сознания. Инстинкты диалога отходят на второй план, а инстинкты борения выходят на первый план. Это очень опасно. Это очень опасно.
Сейчас, буквально вчера, возникла еще одна идея, которая вполне ложится в это мое предположение. Идея создания дружин по конфессиональному, клановому, какому-то еще принципу и так далее. Это ужасное предложение. И я использую этот случай для того, чтобы призвать всех тех, от кого это зависит, в том числе и, в первую очередь, конечно, гаранты Конституции, очень внимательно разобраться в этом вопросе. У нас что, мало нам нашей собственной истории, когда у нас были различного рода дружины энтузиастов, так сказать, которые били других, так сказать, энтузиастов. И все это переходило потом в гражданскую войну. Все они были очень с горящими глазами, все они были глубоко убеждены, что их истина самая истинная, а привело это к взаимному уничтожению и братоубийственным делам. Что у нас мировой практики не хватает? Не хватает Ливана, например. Теперь Сирия уже к Ливану присоединяется и так далее и тому подобное. Я хотел бы напомнить вам о том, что в Германии самые страшные полосы ее истории в первой половине прошлого века начались с создания таких энтузиастов в коричневых рубашках, которым активно сопротивлялись энтузиасты в красных рубашках, Ротфронт там и так далее. Я думаю, что многие из вас читали великую книгу Габриэля Гарсия этого самого, то есть Маркеса «100 лет одиночества». И там в замечательной, яркой форме описана история Колумбии, прекрасной, хорошей страны, где все развивалось, как и во многих других странах. Появилась политическая партия либералов, которые ценили свободу больше всего. Появилась политическая партия консерваторов, которая ценила религиозные, христианские, католические ценности превыше всего. Левые потом появились позднее, которые тоже были убеждены, что социальная справедливость важнее всего. Но наряду с этими партиями, при них немножко отдельно от них, там, поближе, подальше от города, поближе к горам, существовали военизированные формирования, каждый под рубрикой этой партии, той, другой, третьей, четвертой. Это привело к трагедии страны на многие десятилетия, даже столетия. Так называемая вьоленция, так сказать, насилие, стало фирменным знаком этой страны, Колумбии. Хорошей, замечательной страны, но глубоко трагической страны. Не дай бог нам хоть в какой-то степени повторять вот такой опыт. Нам говорят, что эти дружины будут мирными и не будут использовать силу. Ну, как бы не так. Мы историю-то знаем хорошо, когда будут мирные группы, а потом где-то в складе у них будет лежать какие-нибудь там кастеты и так далее, и небольшое количество этих мирных групп будет радикальных групп, ну и так далее, по той же самой известной колее. Что касается проблем боевиков, то боевики, люди, взявшие оружие, должны понимать, что если они берут оружие, оружие будет применено и против них. Тут никаких вопросов быть не может. Другое дело, что в этих регионах зачастую исчезают люди, которые относятся или не относятся к боевикам. Это очень трудно, так сказать, установить уже постфактум. Вот здесь очень серьезные проблемы возникают, и здесь многие правозащитники правильно ставят вопрос о том, что власть, которая имеет монополию на применение оружия, она должна этим правом пользоваться очень дозированно, очень аккуратно. Я хорошо понимаю людей, в том числе представителей полиции, внутренних органов, которых взрывают, против которых ведется фактически война, иногда против их родственников ведется война. Их чувства мне совершенно понятны, и я абсолютно понимаю это дело. И тем не менее, власть есть власть, она действует от имени государства, она должна вести себя в рамках закона, и только тогда можно будет насилие победить. Кроме того, существуют проблемы, связанные с соотношением проблемы терроризма и проблемы различного рода конфессий.
Например, у наших следственных органов появилась в последнее время такая тенденция очень активно рыться в различного рода, довольно древних зачастую религиозных текстах и отыскивать там различного рода положения, которые, как они считают, так сказать, стимулируют террористические искушения граждан. Я, честно говоря, очень негативно отношусь к такого рода деятельности, потому что в древних текстах можно при большом желании, при большом нажиме найти все, что угодно. Вот в Томске недавно был такой процесс против кришнаитов, который вообще возбудил всю Индию, нет, индуистов, не кришнаитов, индуистов, и привел даже к некоторым осложнениям в наших отношениях с Индией. Я не сторонник такого рода, так сказать, изысканий. Я считаю, что с терроризмом, конечно же, бороться нужно, но бороться надо с конкретным террористическим планированием и конкретными террористическими подготовительными акциями, а не с текстами книг. Так что вот такого рода существуют у нас жалобы, и мы стараемся их рассматривать с точки зрения Конституции, с точки зрения равенства конфессий. На самом деле у нас в стране в Конституции ясно и четко провозглашено равенство всех конфессий перед законом. Сам закон о религиозной деятельности у нас в преамбуле выделяет 4 конфессии как традиционные, но нигде ни слова не говорится о том, что они обладают какими-либо конкретными преимуществами перед другими конфессиями. И, кстати, на встрече с нами президент еще раз подчеркнул, что у нас есть 4 традиционные конфессии, но вообще все свободно остальные могут отправлять свою религиозную деятельность, и это правильно. Можно спорить, сколько у нас традиционных конфессий, например, по моему глубокому убеждению, староверческая, так сказать, конфессия у нас не менее старая, чем, так сказать, та конфессия, которая представлена Русской Православной Церковью. Но это вопросы чисто технические. Ясно, что они и те, и другие равноправны, и равноправие это мы на практике, если есть жалобы на нарушение этого равноправия, мы отстаиваем всегда. По делам национальностей я уже говорил, что если отраслевые уполномоченные приносят какую-то пользу для нормального правового и цивилизованного развития нашей страны, я могу это только приветствовать. Будет ли это полезным, я не знаю. Более того, у меня существует такое растущее некоторое, нельзя назвать опасение, я бы сказал, некоторая неловкость. В связи с тем, что последнее время стало модным постоянно, чуть ли не каждую неделю, выдвигать идею о создании очередного уполномоченного по очередной отрасли. Возникает известный старый анекдот о человеке, который стоит на тротуаре и голосует, и к нему подъезжает машина, и он говорит: вы такси? Он говорит: а вам что нужно, доехать или шашечки? Вот я бы все-таки больше концентрировался в сторону доехать. Во-первых, бесконечное создание отраслевых уполномоченных свидетельствует о очень большой слабости в работе наших профсоюзов. Потому что по отраслевым делам, так сказать, профсоюзы должны многими вещами заниматься. А они занимаются этим плохо, занимаются чем-то еще, чем я не знаю. Так что вот давайте все-таки сконцентрируемся больше на доехать, а не на шашечках.